Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я решила начать новую раскраску, она называется «Сказки». Появилась у меня не так давно, ну и, как вы знаете, все раскраски, которые у меня появляются, я их сразу начинаю, чтобы они просто так не стояли на полке, и все были задействованы. Скорее всего, я начну с первой странички, но там посмотрим. Вообще, большая часть иллюстраций мне здесь нравится. Хотелось бы, конечно, что-то... Ну, в принципе, здесь тоже все пространство занято. И я уже говорила, что здесь разная бумага. То есть вот в начале идет белая гладкая бумага, а потом уже идет бумага, но она тоже белая, но такая шершавая, в отличие от вот этой. И в принципе, если присматриваться, все-таки эта бумага более белая, чем вот эта. Но она явно, конечно, не кремовая, вот если так смотреть. Не совсем газетная, типа как в зендудлах, но тем не менее она отличается от вот этой. И здесь вот в особенности она прям отличается. Вот здесь совсем шершавая. Вот. Это прям чувствуется. Здесь снова гладкая. Ну, с другой стороны, там, где шершавая бумага, можно использовать карандаши, особенно если они не самые, например, удачные. Ну, здесь я буду раскрашивать и мэджиками, и какими-то еще карандашами, акварелью, и, быть может, даже сухой пастелью. Посмотрим, что и как ложится. Вообще здесь для мэджика очень много всего. Но я подумала, что все-таки чаще всего я буду это заменять другими карандашами или акварелью, потому что... Ну вот у меня трехцветные мэджики, у меня их два. Один кохенуровский, который медленно расходуется, и который фикс-прайсовский, быстро расходуется. Как раз здесь ему разгуляться есть где, но поскольку, допустим, кохенур купить можно в любой момент, то фикс-прайс сейчас не продают. Поэтому все-таки лучше я его оставлю на другие раскраски, хотя это не значит, что мне вот сюда жалко, но просто это как бы будет более разумно. Вот, сейчас я достану детскую акварель. Ну, как всегда, это будет, безусловно, луч 32 цвета. И я еще возьму, сколько тут у меня, 18, что ли, цветов в качестве дополнения. Возможно, понадобится перламутровая акварель, но это я уже после, чтобы здесь все не наставлять. Хотя... Как вы знаете, стол у меня достаточно длинный и большой, но если, конечно, снимать с такого, с более, ну, с другого ракурса, чтобы все было видно, но тогда не будет виден процесс. Хотя ничего особенного я тут, конечно же, не делаю, просто раскрашиваю для себя. Ну, для начала, конечно, наверное, возьму мэджик. Где тут он у меня? Мэджиком из Fix Price я раскрашу вот скамеечку. На небольших фрагментах, думаю, буду использовать. Все-таки я хоть и пробовала другими карандашами и даже акварелью, вроде как все получается, но все-таки сам мэджик, он вообще все как-то оживляет. Поэтому какие-то небольшие элементы, детали я буду красить именно им. Ну, в принципе, здесь нормально карандаш раскрашивает. Не так давно в какой-то раскраске я показывала, что что-то как-то тяжеловато было. Хотя обычно он везде отлично идет, ложится. Так, ну если что-то вдруг пропустила,
то доделаю карандаш тут рядом. Может быть, еще добавлю темный карандаш. А здесь, скорее всего, будет акварель. Давно я не раскрашивала карандашами Лира. Они мне, в общем-то, очень нравятся. Поэтому вот сегодня я листочки раскрашу именно этими карандашами. На первый взгляд и они здесь неплохо ложатся. Так, сейчас я сяду немножко поближе. Чтобы было удобнее и приятнее. Потому что вот когда я, допустим, сижу, не снимаю видео, и так сижу комфортно, то прям, ну, гораздо больше удовольствия от процесса, а хочется и при съемках это удовольствие получать. Поэтому, ну вот вроде такой ракурс. Посмотрим, как здесь будет. Ну, почему-то я эти листочки здесь именно вижу в таком цвете. Да и вообще, я говорю, по этим карандашикам соскучилась. Потому что последнее время появлялись новые наборы, новые карандаши, и как-то ими раскрашивала. Было интересно. Ну, вы знаете, как оно бывает. Но все вот эти карандаши, они тоже мной очень любимы. Поэтому надо к ним возвращаться. И Fix Price, и Ашан, это тоже все очень хорошие карандаши. Так. Вот эти карандаши акварельные у меня, но я их не размываю. Почему-то при размытии они мне не очень нравятся. Ну, да и надобности в этом нет, у меня для этого другие. А эти мне нравится именно использовать как обычные карандаши, потому что у них такая интересная фактура, на другие карандаши не похожие. Потому что вот Монделуза, наоборот, я люблю размывать и не люблю, когда они не размыты. А Виста Артиста мне и так нравится. Ашановские я с птичкой карандаши люблю просто ими раскрашивать, а в размытии мне совершенно не нравится. То есть, ну, как-то так. Лиры, вот это что же лира? Ну, лира Осилис. Ну, не знаю, как бы. Раньше я от них вообще кайфовала, потом со вторым набором этот кайф куда-то исчез, потому что и карандаши стали другие. Но сейчас уже даже сложно сказать, что мне там нравится, что не нравится, они просто лежат. И кто бы мне сказал тогда, в то время, когда я купила свой первый набор, что мое отношение так изменится к ним, я бы не поверила. Мне на тот момент казалось, что это самые классные карандаши, и что я всегда буду покупать именно их. Ну, в общем-то, все это обломалось, потому что, повторюсь, изменилось качество, но... А если бы качество осталось прежним, ну, я не знаю. Тут уже сложно сказать. Это вот, наверное, должно быть качество остаться прежним, тогда можно было бы делать выводы. Но вообще надо их достать, пораскрашивать. В любом случае, и тем, и другим набором. Ну и, конечно, всегда кажется, знаете, в сравнении с чем-то, да, когда, если более простые карандаши в наличии, потом Лира Осилис можно купить, и, в принципе,
они в сравнении с чем-то будут классными. Но я их, по-моему, даже, вот знаете, размывала как-то так осознанно, более-менее, уже после того, как у меня спустя долгое время появились манделузы. Я с ними поняла кайф акварельных карандашей, уже лиры попробовала размыть. Ну вот я еще тут вчера дорабатывала одну иллюстрацию, тоже в новой раскраске. Дорабатывала полихромосом. Что-то я как-то давно ими не раскрашивала. Когда-то взяла парочку на пробу, потом мне еще Оксана достаточно приличное количество их подарила. Вот. Ну и вот я понимаю, что карандаши очень хорошие, они очень классные, я ими с удовольствием раскрашиваю, но вот покупать еще их, скорее всего, не буду. Потому что, ну, как бы мне они вроде как нравятся, но не могу сказать, что это мои карандаши. Не могу сказать, что это стоит вот того, чтобы их купить. Мне ближе дервенты вот или призмы. Ну, дервенты у меня, слава богу, достаточное их количество. Может быть, иногда буду еще докупать что-то. Но так собирать их все точно нет, хотя у меня есть такая возможность. Как бы и в принципе, и даже бесплатно. Впрочем, полихромосы я тоже могу при желании брать в Леонардо иногда бесплатно. Вот. Но пока всего достаточно. Хотя, если увижу интересный оттенок, то непременно. Мне очень понравилось, впечатлилась акварелькой вот серебро светлое от белых ночей. Я думала, ну, нужно, не нужно, и в итоге решила взять. Ну, потому что, допустим, они стоят там 153 рубля, я купила эту акварельку, могла опять же чуть подождать, взять вообще бесплатно, но и я заплатила, в общем, минус 20% была скидка, то есть это хорошая цена для большого количества. Ну вот, я думаю, что мне должно хватить надолго. И, наверное, потом я буду повторять. Более темное серебро, я не знаю, буду, не буду брать. В принципе, мне и этого достаточно. Вот оно такое же серебро по цвету, как и луч, но там немножко другое нанесение, в принципе. Но я и тем, и другим довольна и буду пользоваться. Хотя, в принципе, мне кажется, что вот белые ночи как раз серебро можно где угодно красить, не должно протекать. А раз уж вспомнила про полихромосы, то вот и пораскрашиваю. Так, вообще надо мне закрыть окно, конечно, потому что мне прям дует в поясницу, прям в правую точку. Это неправильно. С другой стороны, сейчас закроешь и снова будет жарко. Скорее надо... у меня здесь есть кофта сейчас. Надо лучше кофту. У меня тут такая теплая безрукавка. Вот видите, из такой материала мне папа дарил, помню. Вот. И как раз очень хорошо, надеюсь, дуть не будет. Но она теплая. Но пока у меня, вот, видимо, с правой стороной у меня вообще проблемы. И я прям чувствую, даже сейчас чувствую какой-то холод. Ну, сейчас я еще пару минут посижу, если эти ощущения останутся, то как вариант я еще аюрведическим бальзамом намажу. Ну, потому что мне, честно, не очень хочется закрывать окно.
Я терпеть не могу жару, равно как я ненавижу и холод, когда прям совсем. Мне вот именно вот так комфортно, чтобы был воздух, чтобы можно было в пижамках с длинным рукавом ходить, но в таких приятных, хлопковых, а возможно, иногда даже вот во флисовых, чтобы было просто хорошо, комфортно. Знаете, вот какое все же удовольствие вот эти раскраски, вот честно. Я прям вот ловлю себя на том, что мне настолько хорошо, настолько легко их красить, и имеется в виду, вот знаете, по настрою, то есть хочется заморочиться, вот с каждым листиком там, не знаю, то есть прям вот приятно, от них настолько такая позитивная энергетика идет, вообще просто класс. А это очень важно. И вообще, знаете, я ловлю себя на мысли, я смотрю тоже, ну, естественно, много видео, да, смотрю по раскрашиванию, я понимаю, мне очень часто не хватает вот, как сказать, сейчас я поточу карандаш, мне не хватает какой-то простоты и непосредственности, которая была у всех раньше. Вот именно того нашего хобби. Я, кстати, точу механической точилкой, вот она оставляет эти самые, но меня это вообще никак не заботит. Ну так вот, мне вот этого не хватает. Хотя мне очень нравится, когда и я сама, да, и другие девочки, и мальчики, да, как бы, ну, когда мы развиваемся в своем хобби, то есть каждый так или иначе, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но мы развиваемся в своем хобби, что-то узнаем новое, и мне как бы этот момент очень нравится, но я за простоту, причем за простоту вообще подачи всего. И меня, например, иногда очень коробит, когда, ну, знаете как, бывает, когда человек, ну, допустим, смотрите, ну, к примеру, покупает бумагу. Допустим, человек в ней ничего не понимает, ну, и ищет информацию в интернете, да? Это правильно. Когда эту информацию в своем видео человек подает, мне тоже нравится. Но вопрос как? Одно дело сказать, я вот не понимаю, но я поискала там в интернете, поинтересовалась, ну и рассказываю, что прочитала. Вот это мне нравится, мне всегда интересно слушать. А когда человек выдает это как за свое абсолютное знание, при этом доподлинно знаю, что как бы это не так, вот это меня как-то так, не знаю. Хотя это личное дело каждого, но я все-таки за какую-то простоту. За развитие, но в тот же момент и за вот простоту подачи. Чтобы... И не люблю, когда выпендриваются. Очень не люблю. У нас, к сожалению, этого стало очень-очень много. И это вроде бы уже идет не как профессиональное, но уже и не хобби, не пойми что. Так, ну, цветочек мне, в принципе, понравилось, как получилось. Наверное, можно раскрасить волосы, а пусть тоже будет рыженькая, почему нет? Какая она там была, я не помню, честно говоря. Ну, наверное, какая-нибудь блондинка, судя, если так повспоминать. Могу ошибаться. Даже, скорее всего, ошибаюсь, но неважно. Хочется мне ее сделать рыженькой. Хотя вот в раскраске каваи я думаю, что буду делать и другие волосы с другим цветом. И может быть какой-то, ну, нестандартный, необычный. Но все-таки рыжий цвет будет преобладать.
У меня вот, знаете, даже ушастик, он к другим собакам относится достаточно плохо. Ну, если, конечно, это не девочка. И к мальчикам относится плохо. Но если он видит, что собака рыжего цвета, он очень позитивно относится, даже если это мальчик. Ну, как-то так. Ну, видимо, он понимает, что какой цвет волос у меня. Хотя там и говорят, что собаки типа дальтонники, я в это не очень верю. Вот. А тем более, что чаще всего мы гуляем поздно и темно, и все дела, поэтому даже если они типа как всякие оттенки, просто черного, не знаю, какого там еще, серого, в каких они типа цветах видят, не знаю, мне кажется, что глупость все это. Животные, они вообще очень и умные, и, в принципе, как человек может судить, что они там видят, в каком цвете, не оказавшись в шкуре животного. А вот этот терракотовый цвет, конечно, классный. Ну вот, вполне себе рыженькая девочка, можно будет блендером немножко подправить. На солнышко раскрашу. Так, взяла Derwent Color Soft мятный и сделаю солнышку вот такие глаза. Здесь немножечко желтого. У меня вот даже, я уже по третьей новой раскраске снимаю видео, да, и мне вот даже нет желания, закончив, допустим, съемку, отложить на потом. То есть я прям с огромным удовольствием сижу, доделываю. Я рекомендую, присмотритесь к этим раскраскам. Собственно говоря, вот даже Fix Price Maxi раскраски, да, которые я как-то, по-моему, это был 18-й, наверное, или 19-й год, когда они там появились, я их покупала. Вы знаете, вот до сих пор могу сказать, что я не жалею, несмотря на то, что, в принципе, не так часто в них раскрашиваю. Ну, во-первых, они у меня не помещаются на моем стеллаже, и поэтому периодически я, ну, чаще всего о них забываю. Они лежат под компьютерным столом, и когда я там что-то ищу, натыкаюсь, вот. Это, ну, вообще надо их, иногда я ставлю в планы, может быть, надо ставить чаще. С другой стороны, хочется растянуть удовольствие, особенно вот которые со сказками. Вот. Потому что там Барби или что-то такое, она мне как-то так не особо нравится. Я ее купила чисто там про балет немножко. Поэтому я взяла. Там еще с принцессами, это как бы на втором месте. Но больше всего вот мне нравится с детскими сказками. Причем я сама по себе в детстве не очень все это любила. Понятно, я смотрела. Скорее мне больше нравилось читать, чем смотреть. Ну, смотреть меня родители все равно как-то старались стимулировать, но это было довольно своеобразно, то есть стимулировать меня смотреть что-то по телеку было вообще тяжело и плохо шло. И, пожалуй, меня стимулировало только когда папа принес домой монтажный столик, такой маленький монтажный столик, и принес мне «Ну, погоди» и еще что-то, знаете, в этих самых, в бобинах в таких, и там все было без звука, потому что это именно монтажный столик, и там еще текст шел. Вот это я, конечно, была в полном восторге, вот это меня затягивало.
Начала я акварелью раскрашивать забор. Ну, я хочу сейчас подождать, когда вот эта часть высохнет, и дальше раскрашивать, потому что я давно таким не занималась, поэтому хочу убедиться, что вот здесь уже, видите, одна акварелька заканчивается, которая мне нравится. Так, вот это вот. И вот она у меня здесь есть. Поскольку эти краски вперед были куплены, то надо их будет тоже расходовать, чтобы они как-то, потом уже новую буду открывать. Ну, пока все достаточно ярко, но потом это будет побледнее, мне кажется, получше будет выглядеть. Может быть, я как раз вот этого цвета сверху добавлю побольше. Вот. С обратной стороны все в порядке на данный момент. И, ой, да, все в порядке, конечно. Ну, по крайней мере, точно не протекает, и бумага не съедает акварель. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм, 3семерки, рыжая 3 8. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!